Всем привет! На этот раз со мной Вера, так как она упала в канаву и сейчас хочет сидеть у меня на коленках от всего пережитого шока. Где-то на середине книги профессора математики и статистики начинается разбор Хиросимы и Нагасаки. Не знаю, вы видите здесь, я усердно выделяла одно слово – destroyed, уничтожено. Это написано в отношении технической документации атомной бомбы «Малыш», якобы сброшенной на Хиросиму. После окончания Второй мировой войны конструкция атомной бомбы «Малыш» Little Boy, сброшенной на Хиросиму, считалась устаревшей, крайне неэффективной и опасной. Из-за того, что она требовала огромного количества дефицитного урана-235 при относительно низкой мощности взрыва, многие чертежи, планы и техническая документация были уничтожены или утеряны. Да что же это такое? Чертежи «Малыша» уничтожены, записи с единственного полета людей на Луну стерты. История пишет сама себя, а потом аккуратно за собой почищает. Какая удивительная выборочная амнезия. I'd go to the moon in a nanosecond. The problem is we don't have the technology to do that anymore. We used to, but we destroyed that technology, and it's a painful process to build it back again. Это поэтому они 1 апреля полетели вокруг Луны, а не на нее. Чисто посмотреть. Давайте аккуратненько кружок сделаем, никуда не торопимся. Прогресс называется. А еще через 50 лет следующий шаг, видимо, будет подлететь еще чуть ближе. Как они вообще потеряли технологию? Кто-то оставил дверь гаража открытой в ветреную ночь? Ну что ж, тогда доставайте чертежи. Ах да, их тоже уничтожили вместе с 14 тысячами телеметрических лент. Будем надеяться, что какой-нибудь гений случайно не уничтожит технологии самолетов, автомобилей, велосипедов и заодно не сотрет инструкции по их производству. Иначе придется собирать все с нуля. Или уничтожение и потери относятся только к фейковым технологиям. Технологии бывают двух типов. Те, которые мы сохраняем, и те, которые куда-то делись. Какой инновационный подход? Сначала объявить прорыв, потом потерять все доказательства. Потеря – это не баг, а функция, встроенная в самые выдающиеся достижения. Это как если бы мне сказали насчет газовых турбин. Знаете, мы потеряли технологию, чертежи сожгли, инженеры разошлись, как это работает, не помним. Запускать новую, ну, не знаем, это болезненный процесс. Согласитесь, это абсурд. Рабочие технологии не исчезают, исчезают только выдуманные. На катании тоже диву дается. Простите, это штука, которая по сегодняшним меркам стоила черт знает сколько миллиардов, которая идеально сработала в боевых условиях без интеграционного тестирования. Прям образец философии, как у АК. И они уничтожили планы и чертежи, просто взяли и выбросили. Общая стоимость американского проекта в сегодняшних деньгах 40 миллиардов долларов. В СССР тоже тратили на это несколько процентов ВВП. Дорогой спектакль, даже дороже космической пантомимы. Мне нравится, как атомка рекламируется как гарантия выживания государства. Какой заботливый подход. Вообще-то ядерное оружие – это гарантия взаимного обнуления. Слава богу, что его не существует. Я уверен, что у всех этих нелогичных действий и противоречивых заявлений – это он об уничтожении технологии. Были какие-то веские секретные причины. Но давайте сосредоточимся на более глубоком вопросе. Не было ли интеграционного тестирования, потому что они были настолько уверены, что все сработает, или потому что они были настолько уверены, что это не сработает, что заранее подготовили другие планы, например, инсценировку ядерной операции в Японии, и могли не беспокоиться о работе малыша? Если вообще была какая-то искренняя попытка создать рабочий Little Boy. Есть две ситуации, когда испытания не проводят, когда вы знаете, что все работает, и когда вы знаете, что ничего не работает. Далее Накатани подробно описывает, почему ядерная операция в Японии была инсценирована. Другие 64 города, кроме Хиросимы и Нагасаки, были атакованы в то время с воздуха, и фотографии очень похожи на Хиросиму. Здесь, например, Токио после бомбардировки с воздуха, она называется ковровая, так как покрывает большую площадь, и напалмовая или зажигательная, так как вызывает пожар. Поэтому фотографии Хиросимы и Нагасаки не являются доказательством атомного взрыва, они показывают результат разрушения, но не причину. Это картинка последствий, а не доказательство того, что именно произошло. Это не полностью исключает ядерный взрыв. Как я уже говорила в прошлом видео, полностью что-то исключить невозможно. Но это показывает, что ядерный взрыв не обязан рассматриваться как единственная возможная причина такого рода разрушений. Накатани ссылается на русско-американского летчика Александра Северского. В 1946 он посетил Хиросиму и Нагасаки и написал об этом следующее. «Я был взволнован перед своим первым взглядом на город, подвергшийся атомной бомбардировке, ожидая увидеть радикально новые картины, о которых говорили и писали.
Но, к моему полному изумлению, Хиросима с воздуха выглядела точно так же, как и все другие выжженные города, которые я уже наблюдал. Заметьте, что Северский верил в существование атомной бомбы и просто дал объективную оценку, основываясь на своем профессиональном опыте в области воздушного оружия. Он знал, как выглядят последствия массовых авиаударов и сравнивал их не с ожиданиями, а с реальным опытом. Далее он пишет: в пределах участка, ограниченного черными неразрушенными домами, находился тот самый знакомый розовый ковер диаметром около 2 миль. Более того, точно так же, как в Йокогаме, Осаки и Кобе, он был усеян зданиями, все еще стоящими вертикально, обугленными деревьями, столбами и другими объектами. Почти все остальные бетонные мосты оставались целыми. Группа современных бетонных зданий в центре города стояла вертикально и, по-видимому, не имела повреждений. В общем, ничего апокалиптического в Хиросиме не произошло и произойти не могло, потому что такого типа оружия не существует. И от радиации что-то там никто не пострадал, поскольку жертвы Хиросимы и Нагасаки живы и сегодня. Из них 1%, по данным правительства Японии, имели серьезные онкологические заболевания, вызванные радиационным облучением после бомбардировок. Опять этот 1%, то они выезжают на 1% шанса удачи, что за 80 лет атомную бомбу никто не взорвал, то лишь 1% пострадал от радиации. И вот на таких вот миниатюрных вероятностях строится вся теория. 1% женщин не могут технически кормить грудью, поэтому сейчас все не кормят грудью. 1% абортов сделаны по причине изнасилований, поэтому каждая вторая делает аборт. 1% это прямо универсальный ключ. Если удобно, это почти никто, если нужно, это почти все. Вы определитесь уже, это катастрофическое оружие, способное уничтожать города и изменять ход истории на поколение, или все-таки обычное оружие и процент рака у населения, который мог быть вызван любым видом токсинов. 1% что-то не похож на атомную чуму, которые пугали из всех утюгов. В Японии с онкологией сталкивается половина населения в течение жизни. Это их обычная жизнь, этих системных людей, а не последствия одной бомбардировки. Я себе здесь сделала заметку, провести аналогию с ковидом. Тут американский военный врач Кроуфорд Сэмс пишет: любой, кто побывал в Хиросиме и умер в течение 6 месяцев, будь то его сбил велосипед или что угодно еще, приписывался как жертва атомной бомбы. Так же, как при ковиде, любая автомобильная авария вырисовывалась в итоге в смерть от ковида. Так что это старый трюк, ребята, имейте в виду, что эти приемы используются уже давно, просто темы меняются. Он же пишет: это было не бум, как это подавали в прессе, будто взорвалась бомба и город исчез. Ничего подобного не произошло. Это была пропаганда, рассчитанная на сдерживание. Сдерживание – это если показать, что у тебя есть суперразрушительное оружие, то враг не рискнет нападать. Звучит позитивно, ведь речь идет о том, чтобы предотвратить одну финальную войну. Но если такого оружия в принципе не существует, то и сдерживать нечего. Пугать угрозой, которую нельзя проверить напрямую, удобный инструмент. Он не требует никаких доказательств, просто постоянного повторения. В таком случае сдерживание – это не защита от войны, а механизм контроля и производства нужного уровня имитации патриотизма, который держится на постоянном подогреве тревоги. И как только исчезнет страх, исчезнет и вся эта лояльность. И тогда начинают задаваться вопросы, которые в условиях страха просто не возникают. Многие в комментах к предыдущему видео писали насчет Семипалатинска. Это не доказательство ядерного оружия, а место масштабных военных испытаний. Я же уже говорила вам по поводу РДС-1, круг там был предельно замкнутый. Любые последствия автоматически объяснялись через заданную концепцию, хотя это могли быть просто обычные взрывы, ударная волна, пожары, выжженные территории, химические выбросы, болезни, что потом интерпретировалось как радиация. Не понимаю, почему я должна объяснять, что не надо принимать все на веру без пруфов. Это, по-моему, базовый навык, а не какая-то радикальная позиция. И если кто-то серьезно боится квантовой атаки, как стало заметно под моими видео о биткоине, то почему она никогда не обсуждается в контексте ядерного взрыва? Если технология способна ломать криптографию, то почему она не фигурирует в контексте самого разрушительного оружия? Почему угрозы обсуждаются выборочно? Там где-то удобно и есть практическое применение в виде контроля над деньгами, но полностью исчезают в других областях. В мире пропаганды правда всегда будет считаться теорией заговора.